История такая. Уже несколько дней подряд у меня в голове крутится эта мысль, что надо бы рассказать о том, как делать игру для игрочка интересной. И как обычно, я считаю себя вроде неплохим в этом плане теоретиком, но практика еще очень сильно страдает. Так что поделюсь теорией, которая у меня есть. Ничего в этом особенного, как бы сверхъестественного, скорее всего, не будет, но собрать это в какой-то единый список это можно. Вот. Не знаю, стоит ли представляться. Зовут меня Ханна, играю в ролки уже пару десятков лет. Во всякое. Вот. Аид, можешь представиться как хочешь. Да, меня зовут Аид, и я играю во всякое, точно так же, как и Ханна. Какое-то неисчислимое количество лет. Так, с чего начнем? Ну, начнем с того, что часто, когда ты приходишь на игру, тебе хочется, чтобы в игре ты что-то значил. Потому что если игра с игроками и без игроков вообще не меняется, то, ну, нафиг такую игру. Игра все-таки для того, чтобы получать удовольствие, а если там для тебя ничего нет, скорее всего, удовольствия там будет очень мало, и можно просто посидеть, послушать, ну, зрителям или еще как-то. Поэтому я буду, наверное, уделять внимание тому, что де-факто, когда ты приходишь на игру, ты хочешь, чтобы игра была хоть как-то про тебя, чтобы как-то ты мог что-то решать в этой игре. Вот. А чтобы что-то решать в этой игре, нужно знать мастеру в первую очередь, о персонаже, о том, с чем ты приходишь как игрок, ну и в целом, чего ты вообще от этой игры хочешь. Вот. Поэтому, да, нулевка — это обязательная штука, в которой обсуждаются вообще все ожидания, ну как все, по возможности. Конечно, каких-то моментов сразу не оговорить, о всех так уж и подавно, но самое главное — это настроение игры, о чем будет персонаж, хотя бы какие-то общие положения. Это уже очень неплохо может навести на мысль, что мастер вообще может дать игроку. То есть если игрок говорит: я хочу ненапряжную игру, и мастер такой: а я задумал там апокалипсис, не знаю, боль, страдания, вот, то, скорее всего, такая игра ненапряжной для игрока точно не будет. Поэтому тут либо разбегаемся, либо что-то корректируем. Ну, это грубый пример, конечно, но это как один из самых таких главных столпов, на чем вообще строится такая игра, в которой будет интересно поиграть. Не знаю, хочешь ли, Аид, что-нибудь добавить именно по факту там нулевки, может быть, или каких-то самых-самых базовых вещей, которые нужны? Ну, я бы тут в целом бы разделил игры на виды, да, и немножко про это бы порассуждал, что, ну, как бы, смотря во что мы играем, да, и все будет плясать, наверное, от этого, вот, потому что не все игры персонажецентричны, да, и некоторые, они не подразумевают какой-то глубокой проработки персонажа там и так далее. Но все игры, так или иначе, действительно трогают вопрос выбора. Делаем мы их или не делаем, как на эти выборы влияет механ, да, где этот механ выбирает за нас, лишает нас возможности и так далее. Вот. И тут я хочу сказать про тот момент, что, ну, конечно, надо понимать, во что ты играешь, да, то есть если ты приходишь на игру и не знаешь этого, то как будто бы подразумевается, что мастер тебе это должен объяснить, вот, и зачастую этого момента не происходит. Не происходит коннекта между мастером и игроком на таком важном этапе, да, на этапе знакомства. Вот. И я бы тут начал даже еще раньше, да, с того, как люди пишут объявления и наборы на свои игры. Они не говорят ни про настроение, ни про суть, ни про не знаю, жанровые составляющие. Они обычно пишут, что вот собирают там на ДНД, нужно 5 человек, вот такое приключение, и вот какая затравка. И считается, что этого достаточно. На самом деле, ну, далеко не так. Даже если вы играете в ДНД,
да, оно бывает очень разным. Вот. И, опять же, да, если мы исключаем, как сказать, разницу редакции и подобное, да, в любом случае нужно, ну, хотя бы дать понять, какой тон будет игры, на чем мы будем фокусироваться, чем мы там будем заниматься, да, вот. Хотелось бы, чтобы хотя бы в объявлениях это проговаривалось, да, или на нулевке, или еще на каких-то моментах. Но типичное, ну, по крайней мере, на моей практике, да, начало игры, оно как происходит? Ты увидел объявление, ты кликнул по нему, написал человеку: привет, меня зовут так-то, так-то, мой возраст такой-то, я играл в такие-то игры, можно, ну, я вот хочу попасть. Вот. И тебе говорят: да, хорошо. После чего, как бы, тебе говорят дату игры, какие-то нюансы можно уточнить в чате, но это в лучшем случае. Это если тебе ответят, а если, как бы, ну, в плохом тебе даже никто ничего не ответит. Ты приходишь на эту игру, играешь, получаешь не то, что ты хотел, и уходишь. Очень повезет, если у тебя низкие ожидания, ты ничего не ждешь, и ты получаешь хоть что-то. Вот. Поэтому, как бы, тут со стороны мастера я бы работал в сторону того, что, ну, вы должны передать мысль, да, свою, а что же вы хотите делать-то? Хоть в каком виде. Там, можете по жанрам расписать, можете расписать по каким-то референсам, можете, ну, вспомнить... Ну да, референсы, да, прежде всего. Вот. А со стороны игрока, да, не стесняйтесь спрашивать: а про что? А как? А будет вот это использоваться или не будет в это использоваться? Потому что, ну, в вопросе вашего удовольствия, если вы сами не заинтересованы, то почему кто-то другой должен быть в этом заинтересован? Вот. С другой стороны, может получиться так, что мастер скажет: да, блин, это какой-то душный игрок, спрашивает у меня какую-то херню, пошел он в пизду. Ну, как бы, да, такие ситуации могут возникнуть, но что это за мастер такой, который, ну, даже на вопросы не может ответить по своей игре? Да, и нужно ли у такого мастера играть? Есть ли смысл в этом какой-то? Вот, потому что риск травмироваться от такие игры, да, риск перестать вообще интересоваться настольно-ролевыми играми очень высок. Потому что будет казаться, что все игры такие, все мастера такие, и зачем я на них хожу, если я буду каждый раз колоться об эти иголки. Вот. Поэтому внимание к таким деталям с обоих сторон, оно сможет сильно поднять планку качества игры и удовольствия от нее. Все так, все так. В целом, да, чем интереснее написана заявка, точнее, чем, наверное, чем более метко написано объявление об игре, тем более подходящих игроков найдет мастер, ну и игрок, соответственно, своего мастера. Ну ладно, двинемся дальше. Допустим, мы записались на какую-то игру, допустим, мы договорились о том, что характер игры у нас будет там определенным, которую мы хотим, что мастер, что игрок. И тут начинается тогда момент уже создания персонажа, с чем может работать мастер и, соответственно, с позиции игрока, да, что может такого подбросить хорошего игрок, чтобы понимание было, да, что видит игрок и что видит мастер. Потому что тоже иногда бывает такая нестыковочка, и, в общем, тут можно прояснить. Так вот, допустим, самое такое очевидное — это умение персонажа, те самые точечки, циферки, как бы они там в чарнике не выглядели. Это один из самых классных инструментов, которым можно взаимодействовать в игре и поднимать интерес персонажа, то бишь игрока. Самый простой пример, если сравнить с компьютерными играми, если у нас есть какая-то механика, ну, мне сейчас, правда, Mass Effect вспоминается, да, где там в третьей части персонаж перепрыгивал, скользя через какие-то преграды, то есть если у нас есть эта механика, значит, нам нужно где-то наставить этих преград, где это можно использовать. То же самое в ролевых играх, да, если ты даешь персонажу молоток, если он там умеет забивать гвозди, ну, накидай гвоздей. То есть вот это самая базовая, самая прикольная штука, это действовать по тому, в чем персонаж специалист. Вот. Помимо этого есть уже ситуация, когда персонаж попадает в какой-то челлендж, в какой-то стресс. Это ситуация там, где у него нет гвоздей. Но есть кто-то, кто может ему помочь. Есть какие-то характеристики, которые могут
ему помочь справиться с этой ситуацией. То есть это уже нестандартные какие-то вещи, в которых он должен уметь и мочь что-то сделать. То есть либо полагаться на своих сопартийцев, работать в команде, что тоже классно. Это формирует химию между персонажами и игроками. Вот. Либо использовать какие-то свои вещи тоже, свои способности, но нетипичным образом. Так, чтобы пример привести... Ну, например, в моих играх по Маскараду есть такая штука, как знание в чарнике, на которое ты вообще не можешь кидать по условиям игры, если у тебя там нету ни одной циферки. Вот. И, допустим, у тебя нет циферок в политике, но при этом есть какие-то циферки... Ну, сейчас так, чтобы придумать. В оценке. Оценки типа для разного рода аукционов. И ты вот смотришь на персонажа, не понимаешь, кто он такой, не знаешь, какой он в иерархии перед тобой стоит, но ты прекрасно понимаешь, что у него пиджак там за $1 000 000, и что он одет с иголочки, и что на нем какое-то артефактное кольцо. То есть это дает вариативность тому, что ты вообще можешь сделать с позиции мастера, что ты можешь дать игроку. То есть не зря да, там, у тебя нет навыка, ты не можешь кинуть. Ну, нет, это не самый лучший вариант. Такие штуки у меня бывают только если это какая-то супер-супер редкая информация, которая прям не критична в игре. Ну, это опять же мой подход. Но в данном случае хорошо использовать то, что есть в чарнике у персонажа на уровне цифр. То есть есть навык. Даем побольше ситуаций, где он может ими воспользоваться, желательно разными. Если его нет, посмотреть, какие у игрока будут варианты, чтобы не было такого, что, опять же, вызывает много разочарований. А я пришел на игру, а мастер дал нам загадку, а мы эту загадку не смогли разгадать, потому что вот мы кидали и не докидались. Ну вот, это не очень хорошо делать, потому что смысл тогда ставить вообще игроков в такую ситуацию, в такую позицию. Для чего это? Вот. Если Айд хочет добавить по использованию базовых инструментов, чарника, но я пока не говорю о бэкстори и чем-то подобном, ты можешь этого тоже коснуться. Ну, добавляй, в общем. Да, собственно, я, как и в прошлый раз, да, хочу начать с самого начала, самой основы, да. Мы взаимодействие с другими людьми постоянно действуем в неком тумане войны, да, мы не понимаем, с чем мы работаем, вот, и потому использовать я предлагаю те инструменты, которые, ну, самые яркие и самые понятные, да, персонаж — это все очень замечательно, но первое, да, когда мы набираем себе игроков, я, мне кажется, выделю такой параметр, как просто знакомство, да, то есть общение с ним. Если вы на уровне общения понимаете, что этот человек вам не подходит, уже тут, мне кажется, стоит начать некое отсеивание. И, конечно, я рекомендую всегда поговорить хотя бы 5-10 минут с человеком, как просто с человеком познакомиться, потому что может так сказаться, что да, там человек хорошо знает правила, хорошо понимает тему, готов играть и так далее, но вам просто невыносим его голос, я не знаю, просто он вам не нравится. Это нормально. То есть то, что вам люди какие-то просто не нравятся, абсолютная норма. И не брать их на игру также нормально. Не нужно тут, да, как-то себе ставить какие-то препоны, да, и, собственно, говорит, что я его все равно возьму, но он же записался и так далее. Нет, просто сказать, что, чел, ты мне не подходишь, извини, как бы, да, может быть, спишемся, может быть, нет, посмотрим. И то же самое, да, если со стороны игрока, если ты видишь, что мастер там, не знаю, тембр у него такой, манера речи какая-то странная, он там матерится через слово. Если тебе это не подходит, не стесняйся сказать, что, извини, я тут понял, что, не подходит мне игра, да, типа, как бы, я пошел. Вот. Поэтому вот момент знакомства, его не нужно упускать ни в коем случае. Вот многие прям им совсем пренебрегают. Опять же, да, как бы многие, это вот моя практика, вот как я вижу, как я записывался к людям на игры, где со мной даже не разговаривали. Где вот до момента начала игры я с человеком вообще никак не коммуницировал, кроме как в тексте. А в тексте может быть все что угодно. Если игра у нас с войсом, надо услышать человека, услышать, что он говорит, услышать, как он говорит. Да, и чтобы у вас так не получилось, что, в общем, какой-то злой матершинник и человек, который от матершины падает в обморок, не оказались в одной пачке. Да, было бы странно, наверное. Вот, и игра развалится в самом начале.
Вот, потом, когда мы говорим про персонажа, да, и его какие-то особенности, безусловно, очень круто, и любой игрок, мне кажется, оценит, если что-то будет сделано персонально под него, да, то есть какая-то проверка может быть, какой-то там, я не знаю, злой монстр или, ну, любая другая преграда, да, которая вот прям вот под него, чтобы он мог это решить, чтобы он мог сыграть своей компетенцией в данной конкретной ситуации. Вот. Это позволяет как бы углубиться, да, человеку, он сможет почувствовать, ну, как бы, что вот он важен, его решения важны, что его персонаж важен, там, и так далее по списку. Вот. Но тут еще нужно понимать, что не все из нас на игру приходят именно за этим. Да, есть часть людей, которые приходят просто посмотреть, просто поговорить, да, понаходиться в какой-то компании, да, вместе что-то поделать. И, ну, как бы, такие люди не оценят вашу вовлеченность. Они не смогут воспользоваться всеми этими крючками, что вы для них развешали. И, к сожалению, нету никакого способа, чтобы их сразу определить. Вот. Ну, по крайней мере, я не выявил, да, может быть, у наших слушателей есть такие способы, и они с нами поделятся. Вот. Поэтому, если ваши вложения как мастер никто не оценил, да, или что игрок не увидел там той отсылки, которую вы ему дали, там, да, или ту задачу, которую решить, да, вы им подсунули, вот, не надо расстраиваться, да, нужно понимать, что, во-первых, ну, мы все очень разные, и там, где один видит много, другой может не видеть ничего, вот, и, ну, банально человек пришел не за этим, и это нормально. Вот. С другой стороны, да, стоит такой вопрос, а нужны ли вам такие игроки? Вот. И я знаю мастеров, которым просто нравится, когда у них много игроков. Вот. И им не важно, делают они много или не делают, им там главное рассказать свою историю. Вот. И как бы игрокам просто нравится слушать эту историю. Вот. Это, в принципе, ну, даже не столько НРИ, сколько что-то другое, но, опять же, мы не обсуждаем сейчас форматы, да, и если людям этим всем комфортно находиться вот в такой среде и заниматься таким, пусть занимаются, ну, как бы, кто мы такие, да? Окей. У меня, кстати, вот на подобных играх, когда я делаю персонажа, возвращаясь к теме о молотках и гвоздях, в конце игры вот у меня настолько разный был опыт, что в какой-то момент я не знала, что там может быть лучше, да. И мне прям, когда я играла в игру, в которой я реально могла что-то сделать своим персонажем, специалистом, мне прям после игры хотелось сказать спасибо, что дал мне хоть что-то сделать. То есть это реальность моя. То есть бывает такое, да, что человек просто скачет по играм, где не получает то, что хочет, либо, ну, по разным причинам, да. Но это, в общем-то, лучше тоже оговаривать с мастером и мастеру с игроками, да. Что ты хочешь поиграть? И еще один из очень крутых вопросов: а что тебе больше всего нравится в твоем персонаже? Как только игрок начинает отвечать на эти вопросы, и мастеру очень советуется это записывать, это те моментики, на которых стоит играть в игре вот с этим вот персонажем. То есть если он говорит, что мне очень нравится, там, что он крутой и сильный, дай ему больше ситуаций, где это будет ролять, либо где это будет давать ему челлендж, не обязательно прям давать ему фан-сервис на 100%. Вот, то есть где-то такие вещи сделать классными. Или, например, вот у меня персонаж, да, который ритуалист, который придумывает ритуалы, которому нравится в этом заниматься и копаться. Ну, дай ты больше ритуалов там, или дай что-то неизвестное, где будет возможность, реальная возможность реализоваться такому специалисту. Это очень обычно нравится игрокам, потому что, ну, кому не нравится то, что ты считаешь самым для себя дорогим. Это всем нравится. Психология так работает. Вот. Давай, наверное, по бэкстори поговорим. Как ты используешь, например, бэкстори персонажа в своих играх? И используешь ли вообще? Потому что кто-то использует ее очень много, просит большие биографии. Кто-то, допустим, как я, прям буквально буллет-поинты маленьким списочком. И я ориентируюсь на то, что вот у меня есть настоящее, и мы играем в будущее. Как ты относишься к такому? Что из этого стоит брать на вооружение, что нет?
Ну, я считаю, что поддерживать любые начинания игрока по поводу его персонажа — это крутая затея. Потому что если нет интереса к персонажу, если нет интереса к истории, если нет интереса ко всему вот этому вот, то и ну, как бы нет огня, да, нет того, что поможет вам коннектиться. Вот. А если оно есть, то пусть оно горит тем огнем, каким горит. Если человек хочет написать квенту на 50 страниц, там, накидать кучу картинок, там, создать там алтарь вокруг своего персонажа, пусть он это делает. Другой момент, нужно честно признаться, да, игроку, если вы не будете это читать. И я честно говорю игрокам, что я не буду читать квенту на 50 страниц. И если вам очень нравится, пожалуйста, напишите. Вот. Если вам нравятся там какие-то фотографии, связанные с ним, там еще что-то, ну, любые там, да, дополнительные опции, пожалуйста, делайте, я вас в этом поддержу, да, я могу помочь там с подбором, там еще с чем-то, вот, без проблем, вот, если там, ну, прям очень надо, я выделю время, хорошо, прочитаю, но очень маловероятно, вот, но потом, да, я прошу, вот, пожалуйста, когда ты все это сделаешь, да, сделай мне краткую выжимку, пару абзацев, которые мне будут доносить суть и смысл, те самые зацепки, которые я смогу потом на игре развивать, то есть эти какие-то крючки, вот. И, конечно же, желательно, да, чтобы этот персонаж не оставался пустой болванкой, да, которая написана на 50 страниц, а чтобы то, что написано, оно потом как-то развивалось и играло на самой игре. Но это, опять же, задача не мастера, а задача, как я считаю, прежде всего игрока. Это же его персонаж, ему нужно его показать. Так, ну, пускай показывает. Вот. Я считаю, что задача моя как мастера, да, это помочь развить эти крючки. Вот, то есть, если, ну, как бы игрок кидает мне мячик, да, типа, вот я хочу с этим взаимодействовать, конечно, я помогу ему это развить и помочь взаимодействовать. Но, как сказать, если я каждый раз его подталкиваю к этому и вынуждаю что-то делать, наверное, это уже что-то не то. Потому что через силу игра не должна идти. Если это нам диктует механика, тогда хорошо, я с этим согласен. Механика на то и нужна, чтобы, ну, собственно, менять восприятие персонажа и так далее и тому подобное. Вот. Но я не считаю, что это нужно делать именно через какую-то силу или через наказание игрока за то, что он там, не знаю, не отыграл что-то. Мне кажется, вот как раз наказание в подобном роде хобби, оно вообще не будет работать. С этим абсолютно согласна. Опять же, исключительно мое мнение. Такое слово, как наказание, вообще в игре для игрока, это как-то, ну, не знаю, не по-человечески, что ли. Не совсем то, что укладывается в описание там, хорошего хобби. Ну, если ты, конечно, не какой-нибудь там БДСМщик, и наказание имеет совершенно другие смыслы. Но мы об этом не будем. Вот. Да, то, как уже было сказано, есть перегруженные квенты, когда там игрок может создать себе там родственников до 10-го колена, 50 листов квенты. Это все круто. Есть мастера, которые это требуют, есть мастера, которые это читают, есть мастера, которые это как сказать, господи, слова вылетели. Критикуют, вот. Так что да, кому-то это очень нужно, и часто это, ну, в таких довольно камерных играх, ну, как правило, когда, например, игра 1 на 1. И мастера действительно готовы играть в то, что было у персонажа в прошлом, то, что очень-очень сильно завязано на настоящем, что будет играться. И в целом, да, это прям уместно, это имеет место быть, это круто. Я, например, так не умею и, наверное, не хочу. Я тоже прошу обычно выжимку. И часто в этой выжимке как раз и есть то, что нравится игроку в его персонаже. Вот. И если ко мне приходит новенький игрок, делает довольно большую, даже не то что большую, довольно сложную предысторию, в которой там травма тут, травма там, где-то там у него родственники, где-то там цыганский табор. В общем, я сразу говорю, что да, это интересно, но мы все это не будем играть. То есть, ну, как бы не все не будем, а конкретно не будем играть прям все-все-все из того, что написано. Потому что у меня тут тоже заготовлены как бы и город, и неписи. А если это какая-то прям окончательная, то есть хроника с концом, а не просто песочница, понятно, то распыляться на какие-то мелкие
квесты и детали из анкеты, скорее всего, я не буду. Ну, я обычно об этом предупреждаю, да, насколько можно вообще побегать по личным задачам, отойти от главных историй. В каких-то играх можно, в каких-то нет, поэтому лучше сразу предупреждать. Вот. Еще скажу, что независимо от того, сколько каких деталей игрок придумал, он может их тупо забыть. Да, из моих позорных примеров у меня была Бруха, для тех, кто не играет в вампиров, да, грубо говоря, это вампир, который может там быстро жахнуть, быстро бегать, сильно жахнуть, да. И я забыла, что у нее есть стремительность, я забыла, что она может очень-очень быстро все делать. И у меня первая же сцена — это бой, и был он очень сложным. Но такое тоже бывает. Или там сделала себе персонажа, который управляет животными, и забыла, что у меня есть фамильяр летучая мышка. Прикольная деталь, но, блин, первая игра, все сразу не охватишь, поэтому мастер где-то может напомнить о таких вещах, если вы оговаривали, если это было прям приколюхой персонажа. А можно на это забить потом после игры, если вспомните, напомните игроку, что, смотри, можно вот обыграть еще вот это потом. Ну, это так. На тему того, сколько деталей брать и сколько деталей вообще делать, тут тоже лучше договариваться. Вот. Что еще роляет? Роляет характер персонажа. Где-то персонажи могут быть сильны, где-то слабы в каких-то определенных ситуациях. То есть, ну, для прям совсем такого простого примера, кто-то затворник и довольно асоциален, а кто-то прям душа компании и любит поболтать. Тоже давать ему ситуации, в которых ему комфортно, в которых ему может быть некомфортно, но тоже, чтобы были выходы из ситуации. Особенно, если игрок новый, не знаешь, как он отреагирует на это. Может, ему вообще не понравится, что его поставили в ситуацию, где его навык, ну, допустим, если он там такой закрытый в себе, а тут внезапно ему нужно прям с кем-то говорить. Форсировать это, на мой взгляд, тоже не стоит, если на этом прям не строится вся игра, и вы об этом играете. Вот, тут уже дело такое. Так что характер я обычно прошу в том или ином виде написать, допустим, там черты характера, хотя бы просто прилагательными о том, кто это, что это. Прошу обычно указывать сильные, слабые стороны в виде искушений. То есть что может этого персонажа искушать по жизни, ради чего он может бросить что-то привычное и свернуть на кривую дорожку. Либо, например, из страхов, да, что ему не хотелось бы, например, настолько сильно, что он готов поступиться своими какими-то принципами. То есть все вот это можно интересно и аккуратно, ну или неаккуратно пошатать в игре. Тоже это вовлекает игрока, потому что это про него, потому что это то, как он может развить своего персонажа вглубь, а не расплыться просто там лужей или быть очень плоским. Там вот, для примера, плоский персонаж, например, говорят, ну, я кузнец. Хорошо, что еще? Какой ты кузнец? Что ты делаешь? Что ты любишь? То есть, если у тебя там постоянные клиенты, как ты к ним относишься? Таких логических цепочек, которые могут углубить этого персонажа, их много. Но почему-то кто-то считает, что это вот одна какая-то яркая черта может быть достаточной для того, чтобы сделать интересную игру. Я думаю, что нет. Это мое личное мнение. Нужно что-то еще. 2, 3, 4 аспекта персонажа — это его окружение, его внешние конфликты, как минимум, и его внутренние конфликты, да, как он сам себя воспринимает. Опять же, окружение может быть близкое, может быть дальнее, может быть какое-то рабочее. То есть все вот это создает конфликт вокруг персонажа. И то, как он решает все эти конфликты, как он борется с внутренними конфликтами, это тоже дает очень эмоциональный эффект. А все, что эмоционально, оно логично, не оставляет персонажа равнодушным игрока. Хочешь что-нибудь добавить? Да, я хотел сделать шаг в сторону такой и просто напомнить о том, что все мы сами кузнецы нашего счастья, да, и если игрок, да, не замечает, что эти аспекты важны, совсем не дурно ему об этом напомнить. Напомнить, что за то, как много он сможет взять от игры, зависит конкретно от него. Если он даст такую информацию, ты сможешь ему помочь с этим. Да, если он ее не даст, то
помощи ему ждать неоткуда. И то же самое с взаимодействием с другими игроками, да. То есть, если ты понимаешь, что от них зависит смысл и суть твоей игры, да, и ты никакой интерес к ним не проявляешь сам как игрок, да, то понятно, что ты лишаешь себя какой-то толики удовольствия на игре. А значит, вполне рационально зависать с ними какие-то отношения, спросить: слушай, а может быть у нас наши персонажи как-то будут связаны на этой партии? Даже если это что-то очень лайтовое и игра без какого-то особенного погружения и так далее, да? Почему бы просто не уточнить такой маленький нюанс, да, не создать какую-то связь между ними, чтобы у них действительно была причина, почему они помогают друг другу. Вот. Может быть, они родственники, может быть, еще что-то, да? То есть кучу нюансов можно накидать, которые помогают, собственно, развивать потом игру. Вот. И мне кажется, этот момент, он тоже очень часто просто упускается. Понятно, что мастер может взять на себя всю ответственность за все, но если ты сам не вложился в игру, да, сможешь ли ты потом из этой игры много взять? И вот мне кажется, что когда ты сам в игру никак не вкладываешься, если ты воспринимаешь ее слишком просто и ожидаешь, что тебя на ней будет развлекать мастер и только, то и развлечение это выйдет так себе. А если ты будешь вовлечен в процесс, если ты будешь коммуницировать с мастером, если ты будешь коммуницировать с другими игроками, создавать горизонтальные связи, да, как-то, может быть, конфликты заранее продумывать с ними, то и от игры ты сможешь взять больше. Причем неважно, какая это будет игра, пусть это там банальный какой-то Dungeon Crawl или какая-то очень персонализированная драма с кучей там крючков и так далее. В общем-то, все, о чем выше было, я считаю, что это все так или иначе сводится к эмоциям, да, чтобы игра вызывала положительные эмоции. То есть либо она от NPC, либо она от игроков. То есть тебе может быть не все равно и приятно, например, решать проблемы своего сопартийца, да, если вот, как было сказано, вы договорились о чем-то. И это, во-первых, да, очень классный инструмент мастера, которым можно использовать и вставить его тоже в свои игры. Ну и, во-вторых, это приятнее вам, как людям, даже завязать какие-то знакомства, расширить свой круг общения, в конце концов. Вот. Но если уж говорить про игру, раз мы тут для этого собрались, то, да, получить больше опыта даже, играя с другим персонажем, это гораздо приятнее. Для сравнения, да, если брать прям реальную жизнь, и, допустим, если в игре у нас какая-то обучающая минутка, ну, грубо говоря, да, возьмем одного мага, который учится у мага-учителя, и группу магов, которые учатся у мага-учителя. 1 на 1 ты вряд ли получишь настолько же много разных ситуаций, насколько ты можешь получить их в группе. Вот. И если не зафакапился ты, зафакапится кто-то еще. И это, во-первых, может породить какие-то варианты, что поиграть и что разрешить. Вот. А во-вторых, это даст тебе тот самый опыт, как делать не нужно, ну, для персонажа, и как делать можно для игрока. Ну, или тоже, возможно, не стоит. Вот. Ну и говоря об эмоциях еще, все, что вводится, и все, на что игрок реагирует, я бы даже не сказала позитивно, но положительно, да. Это может быть и злодей, это может быть кто-то, кто персонажу вредит, но очень нравится игрокам. Это здорово, на это тоже стоит обращать внимание. Делать ярких неписей, насколько это возможно. Тоже не делать их плоскими, по возможности, особенно если это какой-то главгад. И делать так, чтобы они создавали тот самый интересный внешний конфликт, в который игрок будет втягиваться не только потому, что у него по сюжету это интересно, а потому что и сам непись прикольный. Вот. Плюс смотреть, что по игре, в самом ходе игры уже, помимо биографии, игрок начинает считать себя дорогим, важным. Тоже то, что вызовет эмоции, если вдруг что-то будет выходить из-под контроля. То есть всегда все, что выходит из-под контроля, это эмоция. Вопрос только, как это развернуть. Вот. Ну и плюс, если что-то уже задело персонажа, если была какая-то ситуация в игре, и если она повторяется периодически, это может неплохо сказаться на драматургии в целом. Да, нужно очень аккуратно с этим работать, но в целом этот прием используется везде. Это буквально мы вчера смотрели 4-ю серию «Пацанов», когда
сцена одной из окончаний серии повторилась в почти том же виде, в котором она была до этого, но если у персонажа было отношение вот в первой той ситуации там о себе, скажем, боже, какой же я офигенный, во второй раз в такой же самой ситуации мысль была скорее, да, боже, какой же я говно. Я сейчас зафакаплю. То есть вот такие варианты, да, дать сравнить персонажа до и после. И это показывает, во-первых, развитие, и если даже открыто это игрок не понимает, то на подсознанке это тоже отложится, что вот, смотрите, сколько я всего сделал, как мой персонаж поменялся. Это прикольно. Вот, так что это тоже стоит брать на вооружение. Вот. Либо, может быть, такой самый вообще банальный пример, который у меня сыграл. Я не очень советую им пользоваться всегда, но одна и та же ситуация, которая повторяется. То есть буквально временная петля. Вы отыграли что-то, победили монстра, потом что-то происходит, и эта ситуация, повторяется. И каждый вспоминает свою боль, свои мучения, как они с этим справлялись в первый раз. Вот. Но опять же, с этим инструментом нужно работать очень аккуратно, чтобы не переборщить и не сделать это просто какую-то кашу, которую ты постоянно толкаешь человеку в глотку, и ему уже надоело. Вот. Так что в целом, если подытоживать, по всем вот этим вот маленьким частичкам, да, по биографии, по характеру, по тому, что из себя представляет персонаж, по тому, что вы интересного накопали в процессе игры. Это все нужно вставлять в игру с той частотой, с которой вы как мастер считаете, это будет лучше всего уместно. Если, например, это ваншот, то можно поставить это прям погуще-погуще. Если это какая-то долгоиграющая песочница, пару ситуаций в сессию как минимум должно быть. Если вы хотите, чтобы сессия была прям понапряженнее, можно чуть погуще их поставить. Но постоянно, например, в долгой хронике или в песочнице наталкивать и напихивать вот этих всех моментов в каждую игру будет какое-то, наверное, эмоциональное пресыщение, и эффект будет уже не настолько ярким, когда такие моменты будут появляться в следующий раз. Поэтому что-то очень яркое, что-то очень запоминающееся эмоциональное лучше давать с какой-то периодичностью, а не каждый раз. Это, пожалуй, все, что я хотела сказать. Да, я к этому хотел добавить, что нужно не бояться рисковать и экспериментировать. Если что-то не получится, достаточно и того, что вы попытались. Да, всегда есть возможность что-то исправить. Вот. А если вы, собственно, не рискуете, слишком много осторожничаете, не пытаетесь давать какой-то новый контент, игры действительно могут достаточно быстро стать пресными. Вот. И лично меня это очень спасает. Да, как мастера и как игрока, да, экспериментировать, пробовать что-то новое, какие-то новые подходы, новых персонажей, новые штуки. Вот. Просто как мастеру-новичку, мне кажется, любому вообще новичку в любом деле, да, не хватает уверенности. Но никакая уверенность не будет обретена без практики. Поэтому практикуйтесь, вводите. Да, не получается, да, вы получаете негативный фидбэк, да, там, может быть, где-то сами себя расстраиваете. Но это не значит, что этот опыт не делает вас другим, да, не улучшает ваши навыки. Иначе опыт, собственно, и не получается, кроме как через наши действия. Вот. Поэтому, если вы не знаете, как найти подход к игроку, да, если вы не понимаете, как вам вводить игру и так далее, да, как вам соединить игроков, попробуйте. Просто попробуйте что-то, что до этого не пробовали. Попробуйте новый метод, спросите совета, помощи и так далее. И просто делайте. Согласна полностью. Опять же, если что-то не идет, если понимаешь, что старые методы не работают, пробуй новое. Пробуй менять. Да, в принципе, и по жизни этот совет подходит. Вот. Главное еще с игрочками и с мастерами быть честным.
Признать ошибки, поговорить, вообще открыть рот и обсудить — это очень важно, потому что держать в себе, накапливать это очень плохая практика, которая не приводит ни к чему хорошему, кроме как обидки, накручивания и вот это вот все. То есть иногда действительно проще поговорить друг с другом, понять, что получается или не получается. Если не получается, иногда даже можно разбежаться, но при этом не доводить до какого-то скандала, до ссор, не дай бог там еще чего-то. Вот. Негативный опыт — это тоже опыт, потому что есть с чем сравнивать. Брать разных игроков, играть с разными людьми, если вы, конечно, готовы к этому, тоже может показать вам разные аспекты и разные варианты, как вообще может выглядеть ваша собственная игра. Вот. Иногда нужно просто придумать что-то новое и классное. Иногда рационально нужно закрыть то, что уже отыграло, переступить это и сделать что-то свежее, клевое, возможно, даже с теми же игроками, почему нет. Да, кстати, вот тогда еще раз вернусь к теме доверия. Ну, наверное, очень очевидно, но и при этом почему-то часто игнорируется вопрос банального доверия, да? А как вот доверять человеку, которого ты ни разу не слышал, да? То есть как доверять человеку, который вот в объявлении вот не указал там каких-то данных, да, и потом нигде не указывает. Вот, вот такие штуки, да, вот кажется, что там, ну, не знаю, написать свой возраст или написать, о чем будет игра. Ну, это сложно. И, может быть, это кому-то кажется излишним. Но на самом деле, только открываясь, да, своим игрокам, как-то выстраивая какие-то мостики этого доверия, можно построить хорошую игру. Потому что, ну, в целом, да, настольно-ролевые игры, они про то, как мы можем поверить во что-то, чего не существует. И как в это верить, если у нас вот этих мостиков не создано, если мы не можем по ним пройти друг к другу. Поэтому выстраивать простое, как мне кажется, да, доброе, честное взаимоотношение с игроками, с мастером, да, со всеми, это залог успеха любой игры. Да. Если нету, собственно, этого коннекта, если нет этих мостиков, нету этого доверия, то, блин, нужна ли такая игра вообще? Это да. Даже с позиции игрока я знаю, что доверять своему мастеру, ну, то есть когда сформируется уже это доверие к мастеру, понятно, что сразу-то сходу не все так могут открываться, но многие очень вещи и многие отыгрыш, когда ты знаешь, как водит мастер, когда ты знаешь, на что ориентироваться, можно делать очень клевые мувы, которые ты, наверное, с другим неизвестным человеком бы не сделал, потому что ты не знаешь, как на это отреагирует мир, не знаешь, как на это может отреагировать какой-то персонаж мастера, но если ты знаешь, что, например, мастер не склонен водить тебя, допустим, по пустым домам, что в целом плохая практика, ты можешь захотеть там сунуться в какое-то здание, в которое, наверное, обычно твой персонаж бы не полез. И ты не боишься, что ты там ничего не найдешь, что у тебя там ничего не будет, ты потратишь время. Ну, это такой простой пример очень, но все равно. Вот, и я, например, люблю говорить, что если мои игроки играют со мной, и если я говорю, что ты попадаешь в какую-то нетипичную ситуацию, чаще всего у меня, как у мастера, есть причина и объяснение, почему так сложилось, а не просто потому, что я так решила. Вот, и вот эти вещи, их мало того, что просто сказать, это надо, чтобы игрок сам это почувствовал, понял, и понял, что где-то его, простите, не наебывает. Вот. Да, и вот еще такой момент, наверное, тоже абсолютно банальный, абсолютно всем известный, но вот опять же, да, на своей практике, вот как я замечал, часто честность, она просто обезоруживает. То есть, если подойти к человеку и спросить: слушай, блин, вот у тебя вот такой персонаж, да, как бы, мне вот непонятно, как вот с ним взаимодействовать. Я переживаю, что на игре, да, из-за этого персонажа, вот такого там обскурного, там, какого-то странного и так далее, будет все плохо, а я очень хочу хорошую игру. Если просто признаться, да, не побояться вот вытащить свои страхи перед игроком и сказать ему: блин, вот твой там Вервульф там с 5 волками в центре Парижа как-то, ну, плохо приживается. Давай что-нибудь придумаем, да, и зачастую сами люди идут навстречу. Они говорят: блин, слушай, я не знал, что тебе так важно, я не знал, что это вот настолько там, да,
аспект сильный, вот, давай я лучше переделаю, я возьму что-то другое и так далее. И все, и не будет никакого конфликта, не будет какого-то затыка. Конечно, случается всякое, и человек может встать в позу, сказать, что, ну, блин, это мой персонаж, вот хочу Вервульфа с 5 волками в нашу социальную драму про поедание стекла. Вот, ну, тогда можно будет уже на этом моменте, да, ему честно сказать, что, ну, слушай, ну, тогда мы с друг другом никак не стакаемся, вот эти мостики доверия не создаются, давай прощаться, ты уж прости, как бы, да, что вот мы там столько времени потратили, ну, получилось как получилось. Лучше сейчас, чем потом на игре, и ты, и я расстроимся от того, что на ней произойдет. Вот. Я думаю, что это основная информация, которую мы хотели сегодня рассказать, поделиться. Всем спасибо, если вам понравилось. Подписывайтесь, будет больше.